Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 20 февраля, понедельник, и сегодня нас ждут сенсации, потому как сенсацией день начался, и ими он, наверное, и закончится. Начнем с визита Байдена, который стал неожиданностью практически для всех, в том числе и для Кремля, по большому счету, хотя они всячески пытаются это дело скрыть. Ну, мои украинские зрители, наверное, знают уже в подробностях об этом визите, как он произошел, о чем там говорилось, о чем не говорилось публично, но говорилось за закрытыми дверями. Смысл сводится к тому, о чем мы с вами здесь обсуждали неоднократно, даже тогда, когда появлялась информация с утечками из Белого дома, о том, что там какие-то подозрительные противоположные процессы готовятся. То есть Америка с Украиной, вернее, не Америка, я скажу осторожнее, эта администрация США с Украиной до победного конца, враг должен быть повержен, любое урегулирование должно быть основано на принципах международного права, который не допускает агрессии, а поэтому для прекращения военных действий, как одно из основных условий, Россия должна совершить реинституцию, то есть освободить все временно захваченные территории, ну и так далее, и так далее. Сенсационная часть этого, вернее, как на это реагировала Москва, это было интересно. Сначала, меня с утра сегодня разбудили меня сообщениями, что там о тебе говорят. Я сразу зашел на один из пометов кремлевских и увидел там замешательство. То есть, как было объявлено в визите, что Байден объявился в Киеве, там полное замешательство. А дело как раз было в разгаре, у них передача шла, когда это произошло. Ну и потом появилась информация, что якобы с Кремлем этот визит согласован. Вот тут слово «согласован», ключевое слово. И его начал тут же обыгрывать весь пропагандистский бомонд Кремля и околокремлевские блогеры. То есть раз согласован, значит Белый дом запросил разрешение Кремля, и Кремль на это дал добро, значит опять сделка там за спиной, за кулисами, и милостивое разрешение Путина Байдену, и вот Байден поехал. Это все, конечно, абсолютная чушь. О чем мы узнаем дальше, вы узнаете дальше в ходе моего повествования, потому что Кремль просто был поставлен в известность в последнюю минуту. Даже посол России в Вашингтоне Антонов, который накануне давал такое достаточно резкое интервью и делал резкие заявления здесь, даже он не знал об этом визите. То есть буквально в последние минуты, может быть, где-то там за час до начала этого вояжа Байдена, Кремль был поставлен в известность о том, что он состоится, и был предупрежден, чтобы никоим образом они не вздумали предпринимать каких-либо сумасбродных действий. Иначе понятно. И Кремль никак не мог отреагировать иначе, чем он отреагировал, то есть проглотил молча эту пилюлю, вытерпел эту оплеуху, потому что крыть было нечем. И пугать, самое главное слово, пугать, шантажировать, тоже было нечем. Ну, тут немножко дальше я вам разовью эту тему. Дальше Байден направляется в Польшу, где, видимо, будет кульминация всего этого действия. Как видите, тут целый клубок событий. И недавняя закончившаяся конференция в Мюнхене, и американо-китайские разногласия, рост противоречий. И сегодня же, я вам рассказывал о нем в прошлый раз, визит главного китайского дипломата в Москву. И вот теперь визит Байдена сначала в Киев, потом в Польшу. Ну, в Польше, видимо, по содержанию будут основные действия иметь место, но без визита в Киев
визит Байдена просто в Польшу не имел бы никакого смысла. Одновременно произошло еще одно важное событие, о котором вы наверняка не знаете, потому что оно произошло здесь, в Соединенных Штатах, но оно подчеркивает ту ситуацию и тот месседж, который наверняка привез Байден в Киев, и там его обсуждал. Это тот месседж, о котором я вам говорю уже несколько месяцев, о том, что война должна быть победно закончена лучше всего в этом году, максимум до следующих президентских выборов Соединенных Штатов, которые состоятся в ноябре следующего года. Почему? Потому что сегодня же дал интервью телекомпании Fox губернатор штата Флорида ДеСантис, который считается потенциально одним из лидеров в президентской гонке 2024 года. Он не объявил еще об этом. Но, как считается, где-то в марте месяце он может это сделать. По популярности он уступает Трампу вот в настоящее время, причем достаточно существенно. Но считается, что когда он объявит о том, что он идет в президенты, то он сможет компенсировать этот разрыв. Но насчет Трампа мы знаем его позицию в отношении Путина, в отношении путинской агрессии против Украины. А ДеСантис многими адептами республиканской партии и в Соединенных Штатах, и в тех, которые вещают на русском языке на Украину, ДеСантис трактовался как человек, типа новорейганист, который понимает геостратегические проблемы и который, будучи, если станет президентом Соединенных Штатов, то это будет хорошо, потому что кричат же адепты республиканцев, что республиканцы за помощь, усиление, активизацию, помощь Украине. Так вот, сегодняшнее интервью ДеСантиса, которое подтвердило, что его позиция по Украине и в отношении Путина практически полностью совпадает с позицией группировки МАГА, о которой я вам рассказывал уже десятки раз. Его позиция. Россия уже ослаблена достаточно в ходе агрессии против Украины. Теперь Россия не представляет никакой угрозы ни для Соединенных Штатов, ни для Европы. Поэтому опасаться, что Россия в обозримом будущем нападет на НАТО, смысла нет. У нас масса проблем. Чем мы будем беспокоиться о границах Украины, когда у нас у самих проблемы на южных границах? Это маговская, абсолютно трампистская, маговская позиция. То есть надо вот на это обращать внимание. У нас масса еще других проблем и с экономикой, туда-сюда. Короче говоря, надо заканчивать с этим делом и как можно быстрее. И опять тезис трампистов. Никаких больше пустых чеков или чеков, которые подписаны, и ты туда можешь вставить любую нравящуюся тебе цифру. В общем, господа, это первый раз, насколько я это помню, может, я что-то пропустил, но для меня это был первый раз, когда ДеСантис раскрыл себя в области внешней политики практически полным трампистом, маговцем, человеком, при котором, ежели он станет президентом, надеяться на продолжение существенной помощи Украине будет практически невозможно. То есть победа нужна в этом, плюс в следующем году, максимум. И к этому нужно идти. Теперь, вернемся немножко обратно к российской пропаганде. Меня сегодня сообщили, что о тебе вспоминает у Скобеевой. Я прямо встрепенулся, с чего бы это. И оказалось, что мы с вами, господа, и наш канал, и некоторые другие YouTube-каналы, их немного совсем, украинские, которым я давал интервью, стали участником очень полезной операции. Лишение Путина его основного стратегического блефа. Вот так бы я назвал эту операцию. То есть не с короля, его даже нельзя называть королем, с кровавого карлика
нашими совместными усилиями были сдернуты покровы этакого грозного гения всего человечества, который размахивает ядерной дубинкой, и он оказался совсем жалким, ничтожным, и ядерного арсенала у него, в общем-то, и нет. Все началось сегодня, вот это откровение, с публикации в германской газете Bild. Газета Bild считается таблоидом. В Википедии о ней пишут как ресурс, который склонен публиковать непроверенную информацию, слухи, сенсационные материалы, но который имеет огромнейшее влияние на германскую политику. Огромнейшее, так и написано. Эта газета по тиражу номер 1 в Германии, даже не в Германии, во всей Европе, и 16-я по тиражу во всем мире. И вот сегодня выходит статья со ссылкой, тут не названо на какое, написано, что на мои интервью, которые я дал украинскому телевидению. На украинскому телевидению я уже не помню, когда я давал интервью вообще, а по этому вопросу в частности. Поэтому речь идет наверняка о моем YouTube-канале. Еще думаю о паре ресурсов. Я-то, как вы знаете, очень редко даю где-то на стороне интервью, стремясь донести информацию прежде всего до моих дорогих зрителей. Я на них работаю, а не на все, на всех. Всю аудиторию не охватишь. Так вот, значит, интервью, в котором идет здесь речь, в котором я сказал, что у Путина вряд ли есть ядерное оружие. И перечислил, по каким признакам я это, значит, сужу об этом. Главным образом они здесь сконцентрировались на ядерных боеголовках, которых регулярно, если там плутоний, то его нужно менять каждые примерно 10 лет. По моим данным, их не меняли в России с 1997 года, а поэтому, значит, испытаний этих боеголовок нет, испытания не проводятся, поэтому есть рабочие эти боеголовки или нет, одному Богу известно. Это первый вопрос. Второй, речь идет о том, что основные ракетоносители, которые, прежде всего, в ракетах наземного базирования, которые были, да и сейчас в значительной степени находятся на вооружении Российской Федерации, это те, которые были сделаны в Украине, на Южмаше, еще во времена Советского Союза. И их обслуживали до 2014 года, до первой агрессии России, на Южмаше, в Украине. Или же украинские инженеры выезжали туда, в Россию, места дислокации этих ракет, или же их привозили в Павлоград и делали сервис там. После этого, после 2014 года, их сервис Украины прекратился. Ну и начали станции с бубцем, они пытались что-то сделать, как-то решить. И есть такие подозрения, что модернизация их и изготовление так называемых новых чудо-российских ракет закончилось тем, что взяли украинские ракеты, немножко покрасили, вот, ну, еще что-нибудь там приделали к ним, и на этом все закончилось. И вот что пишет по этому поводу как сенсацию Bild. Повторяю, это самая большая по циркуляции газета Европы. То есть она поняла смысл этих интервью. Вот что она пишет. Самый главный козырь России – это атомная бомба. Вот уже несколько недель кремлевский диктатор Путин снова использует угрозы применения ядерного оружия, чтобы сломить поддержку Украины со стороны Запада. Ну и дальше. Но теперь бывший сотрудник российской разведки, вернее, я никогда не был сотрудником российской разведки, я был сотрудником советской разведки, высказывает свое мнение, ставя под сомнение способность Путина использовать свой ядерный арсенал. По словам бывшего шпиона, вполне вероятно, что у России больше нет ядерного оружия. Далее в газете говорится, что по мере приближения 24 февраля, первой годовщины вторжения России в Украину, ядерные угрозы России становятся все более агрессивными.
На прошлой неделе, например, Кремль объявил, что 2 дальних бомбардировщика Ту-95 с ядерным оружием на борту в течение 7 часов летали над Беринговым проливом между Северной Америкой и Восточной Азией, подойдя в опасной близости пролетая в опасной близости от американского штата Аляска. Несколько часов спустя 2 российских сверхзвуковых ядерных бомбардировщика в течение 13 часов летали над Норвежским морем к западу от Норвегии и к северу от Шетландских островов. Российская пропаганда также усиливается. Военные пропагандисты продолжают призывать к использованию тактического ядерного оружия против Украины или даже к использованию стратегических ядерных бомб против целей на Западе. И вот бывший сотрудник КГБ Швец говорит, в основном это блеф. Никто не знает, насколько опасен и оперативен ядерный арсенал России. И бывший разведчик Юрий Швец теперь выразил свой скептицизм по поводу состояния российских ядерных бомб. Дальше они меня цитируют, что касается эскалации, я думаю, что это в основном блеф. Шантаж с применением ядерного оружия – это уже оружие, потому что им можно деморализовать, напугать врага в кавычках. Большой вопрос в том, может ли Путин использовать свое ядерное оружие только для ядерного шантажа, или же может использовать в военных целях, задается вопросом газета. Дальше, значит, отмечается, что, да, приводится цитата, моя цитата. «Я сильно подозреваю, основываясь на мнении экспертов, что Российская Федерация может больше не иметь ядерного оружия. Моя аргументация, моя аргументация, ядерные боеголовки нуждаются в регулярном обслуживании, которых, судя по всему, не было с 1997 года. Дальше говорится, что бывший шпион, то есть ваш покорный слуга, противоречит оценкам многих экспертов, например, Берлинского аналитического центра «Фонд науки и политики». Этот центр пишет о российском ядерном арсенале. Кавычки открываются. Сегодня Россия обладает активным ядерным арсеналом, насчитывающим около 4500 ядерных боеголовок, около 1600 из них размещены на межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, а также баллистических ракетах, подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Кавычки закрываются. Но тут я сделаю маленькую ремарку. Вернусь, я вам об этом говорил, напомню тем, кто это забыл или первый раз слышит, что во времена Никиты Хрущева, накануне Карибского кризиса, Никита хвастался, что в Советском Союзе эти ракеты дальнего радиуса действия, баллистические, значит, штампуются как сосиски. И он делал это уверенно, говорил это многократно. И ЦРУ, проводя анализ, а тогда у ЦРУ еще У-2 самолеты не летали над советской территорией, ЦРУ, проводя анализ, пришло к мнению, что не может же так нагло врать руководитель такой большой страны. И прикинули, что, видимо, у Советского Союза баллистических ракет, которые могут достигнуть Соединенных Штатов, будучи запущенными с территории Советского Союза, насчитывается не менее 1000 штук. Потом, когда это уже после Карибского кризиса, когда начали летать самолеты У-2, а затем, самое главное, Blackbird, было обнаружено, что таких ракет у Советского Союза было всего 2. Вот такая была ошибка на 998 ракет. Так и здесь, значит, Фонд науки и политики пишет, что Россия обладает активным ядерным арсеналом. Это то, что говорит Россия. Это то, что могут теоретически увидеть западные инспекторы, если они приедут, если их допустят туда, и они туда приедут, они могут посмотреть сверху. Но они не могут раскрыть эту боеголовку, они не могут проверить, что там внутри нее. То есть это получается, значит, а учитывая
филигранно отточенную методику создания потемкинских деревень в России, в Советском Союзе, теперь опять в России со времен Екатерины II, значит, обмануть этих инспекторов и представить фейковые боеголовки старые, как новейшие, это раз плюнуть. То есть реально никто не видел этих боеголовок в действии, они никогда не испытывались, потому что испытания по большому счету запрещены. В этих условиях они проводятся при помощи компьютерного моделирования. Ну, я вам скажу, господа, если вот американцы проводят компьютерное ядерное моделирование, то я уверен, что они проводят это добросовестно. Когда речь заходит о Москве, то мой скептицизм беспределен, безразмерен в данном случае, потому что, я же сам служил в советской еще армии, где, в отличие от нынешней российской, не воровали, во всяком случае, в таких масштабах. Там воровали в основном прапорщики, мясо из столовой, там еще чего-то, спирт технический, но не воровали миллиардами. Так вот, даже в те времена, я помню, я служил в электронной разведке, у нас были приемники специальные, при помощи которых я вот лично прослушивал штаб ВВС, командующий ВВС США в Германии, находился в Висбадене тогда. И там контакты были паяны золотом для улучшения качества приема сигнала. И я не помню, как часто, по-моему, раз в 3 месяца мы должны были проводить профилактику. Для этого нам выдавался спирт, и мы должны были протирать контакты. Вот. Происходило это так. Значит, этот старшина, вернее, тогда он уже был прапорщиком, показывал нам бутыль с этим спиртом и говорит, считайте, что вы его использовали. Вместо этого нам давали какую-то барматуху, какой-то кошмарную, полувода, полибарматуха. В общем, она издавала ужасный запах, но к спирту не имела никакого отношения. И вот мы этим и протирали. Вот так же и моделирование сейчас ведется. Короче говоря, это, как писал Гегель, российское ядерное оружие – это вещь в себе. И реально она или нет, неизвестно даже Путину. Это касается, по большому счету, и носителей. Поэтому в этой ситуации, я вам говорил, бояться, что Путин нажмет на эту ядерную кнопку и осмелится ввязаться в эту ядерную войну, это смерти подобно. Это значит совершить самоубийство. Еще потому, что эти межконтинентальные баллистические ракеты, если будут запущены с территории России, они полетят на север, я вам говорил. И их точность, она должна быть идеальной, потому что в первом ударе нужно выбить американские межконтинентальные ракеты, которые находятся в шахтах, а для этого надо попасть практически туда, во всяком случае, плюс-минус 5-10 метров, но не 2 километра. То есть точность должна быть полная. А на эту точность влияют физические характеристики того коридора, по которому полетит эта ракета через Северный полюс. А для того, чтобы знать, как это произойдет, нужно запустить ее через Северный полюс. Но этого никто не может сделать, в том числе и американцы. Поэтому как она туда полетит и какая будет ее точность, совершенно никому не известно. Эту великую тайну я вам рассказывал когда-то в одном из своих видео. Нам, сотрудникам американского отдела, под большим секретом рассказал главный наш аналитик по военно-стратегической проблематике, которую прислали нам специально из штаб-квартиры ГРУ. Тогда впервые внешняя разведка КГБ начала заниматься стратегическим оружием. До этого она занималась только политическими вопросами. Вот этим всем объясняется мой скептицизм. Дальше здесь приводятся журналисты газеты опросили известного украинского военного эксперта Олега Жданова, который был более осторожен, сдержан в своих оценках, но в принципе, как пишет газета, он поддержал мой скептицизм, заявив, что эти технические обслуживания производит сама Россия, и, видимо, может быть, это оружие работает. Вот в этом и заключается главная проблема. Якобы.
Якобы эти системы могут внести ядерное оружие, и якобы они могут уничтожать цели, сказал Олег Жданов. Ну и вот в связи с этим газета «Билд» и вышла под заголовком «Самый главный козырь России – это атомная бомба». Ну и дальше, значит, что это, скорее всего, блеф. То есть я очень рад, что наконец-то публично и в издании, которое оказывает, как пишет Википедия, огромное влияние на германскую политику, а следовательно на натовскую политику, очень рад, что об этом заявили публично, потому что, военные давно об этом знают, но это, знаете, такая игра была в мировом масштабе. То есть американские военные делали вид, что они страшно боятся советских ракет, потом российских, и наоборот. Под это дело вышибались миллиарды, теперь почти триллион уже ассигнований на военные цели, люди продвигались по службе, получили награды, звезды. А в нынешней России это еще и миллиардное воровство на всех этих профилактических работах и якобы модернизации. И вот сегодня, когда у мадам Скоробеевой обсуждался вопрос о визите Байдена, типа Кремль согласился, они же там все кричат, что у нас еще есть ядерное оружие, и мы можем показать Кузькину мать. И вдруг, значит, тут и Байден приезжает, и сегодня же вроде ядерные силы начали российские свои учения, и тут бах, публикации в Билде. И мне, как говорил дед Щукарь, решили дать отлуп. Скоробеева сама, и там есть некий пассажир по фамилии Коротченко. Но поскольку вопрос приобрел глобальный, то есть я вам должен сказать, что на лицах людей, которые присутствовали в студии, в этот момент царила растерянность и уныние, я бы сказал, растерянность и уныние. То есть у них забрали, получается, любимую игрушку, потому что тот же Коротченко, это же был один из самых там буйных, он же кричал, что надо бросать, особенно в начале российской агрессии, грозился все разбомбить в Украине, потом бомбить уже Европу там и так далее. Один из самых буйных, которого никак не могли зафиксировать санитары. И вот что они, значит, сказали. Во-первых, Скобееву-то вы знаете, поэтому много рассказывать не нужно. А тут важно еще, кого вызвали для того, чтобы опровергнуть теперь. То есть они поняли смысл всего этого. Значит, Коротченко. Украинские зрители мои зрители многие его знают, вернее, как пропагандиста, да, но не знают, кто это на самом деле, а это важно. Важно знать, кого они используют в качестве пугала для того, чтобы напугать украинцев, хотя это уже не работает, они, наверное, это поняли, прежде всего, европейцев. Так вот, человек закончил военное училище в Советском Союзе, и первая его должность назначили его начальником ремонтной мастерской. Там, видимо, ремонтировали грузовые автомобили, которые применялись в силах ракетных силах стратегического назначения. То есть завгар, типа вот должность на гражданке завгар, у которого там несколько человек было в подчинении, которые ремонтировали эти автомобили. И дальше такая невнятная у него служба была. И тут обнаружилось какое-то, тогда это считалось девиацией, поскольку я уже рассказывал в своих предыдущих видео, в Советском Союзе была статья 121, называлась она «Мужеложство». Это вот то, из чего ЛГБТ потом пошло. ЛГБТ все нормально сейчас, широкий подход к этому делу, но тогда это было уголовное дело. И тогда оно было
поскольку уголовное, оно еще было несовместимо с пребыванием офицера в вооруженных силах советской армии. Если бы он вел себя тихо, спокойно, все было так и нормально, глядишь, там и дослужился бы. Но он начал склонять, это даже сейчас противно российским законам, он начал вовлекать в это действо, пытаться вовлечь в это действо сослуживцев, за что был бит по лицу, причем неоднократно. Но, видимо, он не оставлял этих попыток. В конце концов, его за это и уволили. По самой дискредитационной статье, которую можно было применить в советской армии за поведение, поступки, несовместимые или дискредитирующие высокое звание офицера советской армии. Вышвырнули советской армии. Но в мутные времена президентства Ельцина, в первой половине особенно, когда советская армия, то есть российская армия уже трещала по швам, шла в разнос, зарплаты не хватало, он обманным путем, мошенническим, втерся в доверие какому-то генералу в Министерстве обороны и обманным путем сделал себе присвоил себе фейковое звание полковника. И вот и теперь этот полковник, значит, выступает у Скоробеевой регулярно и освещает стратегические проблемы, пугая весь мир ядерной угрозой, апокалипсисом. То есть это он собирается показать Кузькину мать. Значит, в отношении меня он очень плохо отозвался о моей деятельности в разведке, сказал, что меня завербовало ФБР. Вот откуда этому знать, кто меня где, как вербовал. Хотя мое дело проходит под грифом особой важности, насколько я помню и знаю. Вот. Ну, то есть там наплел того-сего, обозвал меня агентом ФБР, но сказал, что очень жаль, что уважаемые западные издания публикуют мои инсинуации, и политики, западные политики будут черпать информацию вот из таких источников, как я. То есть они поняли проблему, они поняли, что теперь вот этот козырь ушел, его нет. Ну и мадам Скоробеева тоже назвала меня чертом с табакеркой, полным нулем, и выразила большое сожаление, что из-за таких людей, как я, может начаться Третья мировая война. Вот это уже серьезно, да? Серьезное какое-то неожиданное серьезное обвинение, на что я хочу возразить, что ни одна группа людей в мире в настоящее время не внесла такой вклад в разжигание возможностей ядерной войны, как весь этот сброд, который собирается на скотном дворе мадам Скоробеевой в течение 12 месяцев, сколько идет эта война. Правда, я сделаю исключение одному только человеку, это полковник Ходоренок, там, я говорил уже о нем, это единственный там, насколько это возможно, человек с незамутненным рассудком, а остальные это просто вот скотный двор по большому счету. Поэтому им говорить, что кто-то, в частности я, могу привести весь мир к ядерной войне, это очередная тупая наглость. Напротив, считаю, если это будет единственная заслуга, если это можно сказать заслугой, всей моей жизни будет то, что я лишил кровавого карлика, его единственного и самого серьезного козыря, это ядерного блефа, то я буду считать, что моя жизнь состоялась. Потому что, я продолжаю это утверждать, он не начнет ядерную войну, Третью мировую термоядерную войну. А из этого следует, что западные государства и прежде всего Соединенные Штаты Америки должны более настойчиво, более решительно сейчас действовать. Время осталось немало, то есть немного, как я сказал,
до конца 2024 года это должно быть закончено. Желательно быстрее, потому что пойдет президентская гонка, и это отвлечет много внимания от Украины. Нужно как можно быстрее заканчивать войну победой над агрессором. Для этого нужно как можно быстрее дать всю необходимую помощь полностью, под завязку, даже с излишком. И об этом говорю не только я просто разделяю мнение ведущих американских военных аналитиков, 4-звездных и 2-звездных генералов, таких как Брэдлоу, генерал Ходжес, генерал Кларк, адмирал Ставридис и другие. Вот на этом, господа, нет, простите, я не могу закончить это, не сказав еще, это сенсация, которую сообщил мне мой один из моих замечательных друзей, сказал так, коротко. В Абу-Даби открылась военно-морская выставка IDEX или IDEX, на которой представлена подводная лодка для спецназа, которая в течение 7 месяцев там, в районе Персидского залива, команда энтузиастов, костяк которой составили инженеры из Украины, сделали чудо техники, подводную лодку для спецназа. Я вам покажу ее фотографии, вы увидите, это как вот корабль пришельцев. Она опускается, максимальная глубина погружения до 200 метров. У них она работает и на батареях, которые самозаряжающиеся, и на дизельном двигателе, то есть может использовать и то, и другое. Если 2 двигателя одновременно, то она может находиться в плавании беспрерывно примерно 56 суток, только на батареях 56 часов. Только на батарее это 36 часов. Там один, он же капитан и боцман Юнга, который управляет нею. Она может быть вооружена торпедами. И на борту, помимо этого, командира этого корабля могут находиться 10 спецназовцев. И вот теперь эта подводная лодка будет заниматься охраной судоходства в районе Персидского залива. А ведь могла бы она быть на вооружении ВСУ или военно-морского флота Украины. И эти энтузиасты в свое время неоднократно пытались пробиться через бюрократические препоны украинской власти, но безрезультатно. Украинскому государству это чудо техники было не нужно. А вот сейчас бы эта лодка могла бы навести такого страха и создать такой ад в районе Севастополя или в Новороссийском. Но, увы, ее плодами будут пользоваться иностранцы. Вместо этого Укроборонпром, как мне сообщают, сейчас ведет переговоры с немцами, пытаясь купить у них подводную лодку. Но немцы не собираются вроде продавать, потому что очень серьезное оружие стратегическое. И мои знакомые высказали мне предположение, почему Укроборонпром заинтересован в немецкой подводной лодке, а не в этой украинской подводной лодке, потому что немецкая стоит 150 миллионов. И на ней можно, на этой продаже, покупке можно больше заработать, чем на изготовлении украинской подводной лодки, которая обошлась бы в 20 раз дешевле. Вот вам, господа, реалии дня. То есть это песня из той же истории, почему в Украине в 2020 году был закрыт Павлоградский химический завод, который делал топливо для ракет, в том числе для таких, как Нептун, Альха. Его закрыли. Государство посчитало, что не нужно.
Не нужно государству, вооруженным силам это топливо. А следовательно, не нужны и ракеты «Нептун», не нужны такие установки, как «Альха», не нужны «Гром-2». Все это оказалось совершенно ненужным. Но слава богу, что есть такие люди, как президент Байден, Шольц, Риши Сунак и другие, на которых в трудную минуту можно всегда положиться. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Надеюсь, после сегодняшнего визита президента Байдена у вас поднялось настроение. Я жду с интересом его встречу с польскими руководителями. Оружие, то, которое было обещано Украине, будет поставлено для успешного проведения широкомасштабных военных действий ВСУ в этом году. Поэтому, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Карфаген, как Мордор, Мордор, как ранее Карфаген, будет разрушен. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и уверенности в своей победе. До новых скорых встреч!